Новая страна готова к войне. Ответ может прозвучать в любой момент. Обстановка на грани взрыва после провокаций Кремля. Удар по Европе. На заводе прогремел взрыв после российского удара. Реакция властей, пострадавшие, ожоги и паника. Случайность? Скорее всего, нет. Нападение на мэра. Кто стал следующей мишенью Кремля? Какой город страны НАТО мог остаться без главы? И ответят ли за это в Москве? Слишком тихо, чтобы быть случайностью. 2 дня тишины, и все из-за одного человека. Президент предложил неожиданное решение по безопасности столицы. В армию вместо пенсии? Легко. Главное, контракт подпиши. Депутаты приняли новые поправки. Кто теперь будет служить? И добровольно ли? Самые главные новости утра четверга, 17 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спецпосланник Трампа сменит гражданство? 2 дня, ни одной массированной атаки, неожиданная тишина после месяцев безжалостных обстрелов. Что изменилось? В Украину прибыл генерал Келлог, и словно кто-то в Кремле нажал на паузу. Приїхав генерал Келлог. Генерал Келлог прибыл в Украину, и уже 2 ночи подряд не было массированных бомбардировок. Это очень интересный пример. Не было тяжелых атак ни этой ночью, ни прошлой. Люди уже шутят, мол, давайте дадим генералу Келлогу украинский паспорт и оставим его здесь. А американцы пусть почаще к нам приезжают, тогда Россия будет меньше бомбить. Но за шуткой серьезный вывод. Эта внезапная передышка показала, Путин вовсе не бесстрашен. Он боится Америки, боится взгляда Вашингтона, боится тех, кто заходит в кабинет с тенью Пентагона за спиной. Сам Кит Келлог после посещения мемориала, посвященного погибшим под российскими обстрелами украинским детям, написал у себя на странице на платформе X. Убийства мирных жителей, особенно детей, должны прекратиться. Президент США ясно дал понять, убийствам должен быть положен конец. Дипломатический накал, всегда готовый перерасти в полноценную войну. В Екатеринбурге схватили сына главы азербайджанской диаспоры. Баку готовит ответ. Задержан Мутвалы Шихлинский. По данным СМИ, он якобы ранил силовика при попытке задержания. Официально статья пока не названа, но Мутвалы уже на допросе, и его могут отправить в ИВС. Ситуация накаляется. Ранее в июле был задержан его отец Шахин Шихлинский. Его допросили и отпустили. Но вскоре он исчез. А в Москве на него завели уголовное дело. История тесно связана с громким расследованием против братьев Сафаровых, дела о серии убийств и покушений в Екатеринбурге с 2001 по 2011 годы. В июне силовики устроили масштабный рейд по выходцам из Азербайджана. 2 задержанных не выжили. И Баку обвинил Москву в жестокости. Ответ не заставил себя ждать. В Азербайджане задержали около 20 россиян, в том числе прокремлевских журналистов. Москва молчит, но напряжение растет. Очередной виток конфликта после декабрьской авиакатастрофы, в которой Баку прямо обвиняет Россию, превращается в политический кризис. Война может закончиться очень быстро. Прямые попадания в Генштаб и резиденцию главы державы. Президенту рекомендуют покинуть дворец, но он отказывается это сделать. По столице Сирии прокатилась серия мощных взрывов. Под прицелом оказались Генштаб, здание Минобороны и даже президентский дворец. По меньшей мере 18 раненых и 1 погибший. Такие последствия мощных израильских авиаударов по центру Дамаска. Под обстрелом оказались и другие правительственные объекты. Официальный Тель-Авив назвал удары ответом на насилие против друзов. В Сувейде ранее погибли более 30 человек, и Израиль публично обвинил сирийский режим в репрессиях против этого религиозного меньшинства и заявил, что удары – это защита тех, с кем связывают исторические узы.
Мои братья, друзские граждане Израиля, ситуация в Свейде, ситуация на юго-западе Сирии очень серьезна. Армия обороны Израиля ведет операцию. Мы действуем, чтобы спасти наших друзских братьев и уничтожить банды режима. Не пересекайте границу. Вы подвергаете опасности свою жизнь и вы мешаете действиям армии обороны Израиля. Поэтому я прошу вас, вернитесь в свои дома. Сообщается также о новом ударе по городу Дар-Аа на юго-западе страны. Вашингтон обеспокоен ударами Израиля и поддерживает контакты со всеми сторонами. Мы очень обеспокоены, мы хотим, чтобы все остановились, мы хотим, чтобы боевые действия прекратились, потому что вчера ночью было заключено перемирие, которое снова было нарушено, поэтому мы ведем переговоры с обеими сторонами и надеемся, что нам удастся прийти к решению. Израиль атакует еще одну страну. Перерастет ли это в полноценную войну? Как думаете вы? Не забывайте написать в комментариях ваше мнение. Вам больше 60? Тогда вы можете служить, а не идти на пенсию. Так решили украинские депутаты и проголосовали соответствующий законопроект. Теперь даже те, кто уже был уволен после 1 января 2015 года, смогут снова встать в строй, как рядовые сержанты, старшины, младшие и старшие офицеры. Контракт будет сроком на 1 год с 2-месячным испытательным сроком. Назначение на офицерские должности требует согласия Генштаба. Правда, в тексте нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, и это может создать возможности для злоупотреблений или выборочных решений. Поэтому так важны подзаконные акты, которые определят эти процедуры. Закон вступает в силу сразу после публикации, а подзаконные акты нужно будет принять в течение 3 месяцев. Международный скандал. Россия бьет по польскому бизнесу. Во время очередной ночной атаки ударных дронов по Украине российские БПЛА попали в цель с международными последствиями. В Виннице повреждена фабрика деревянных покрытий с польским капиталом. Об этом сообщил глава МИД Польши. Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака с 3 направлений. Есть пострадавшие, в том числе 2 с тяжелыми ожогами. На месте работают украинские службы. Присутствуют также представители нашего консульства. Преступная война Путина приближается к нашим границам. Сикорский подтвердил, что предприятие понесло ущерб и на месте есть пострадавшие. По данным местных властей, всего в Виннице 8 раненых. В ту же ночь под массированными ударами оказались Краматорск, Харьков и Кривой Рог. Обстрелы сопровождались разрушениями. Кроме того, взрывы слышали в Румынии. Жители прибрежных городов над Дунаем наблюдали удары вблизи украинского Измаила. Причем все эти удары наносятся намеренно, как утверждают польские власти. Z tego co wiemy 28 dronów, z czego 18 zostało zestrzelonych. Насколько нам известно, пролетело 28 беспилотников, 18 из которых были сбиты. Польский завод, производящий там паркет, был поражен 5 беспилотниками. То есть все указывает на то, что это была просто целенаправленная атака. Это не было случайным нападением. Это уже не первый случай, когда под российским огнем оказываются иностранные объекты и бизнес. Теперь последствия агрессии могут напрямую задеть экономические интересы ЕС. Мэр попал под вражеский огонь, но не у себя дома. Мэр латвийского города Огре Эгилс Гельманис получил ранение во время российского удара по Украине. Он лично доставлял гуманитарную помощь и автомобили украинским военным. В этот раз в колонне было около 20 машин. Латвийские издания пишут со ссылкой на представителя муниципалитета, что поездки мэра на фронт происходят регулярно с самого начала полномасштабной войны в 2022 году. Состояние мэра стабильное. Где именно произошел обстрел, не сообщается, маршрут держится в секрете. Подробностей о характере ранения тоже пока нет. Когда открытые данные не такие уж и открытые. Обещали революцию, а выдали Excel-архив 2015 года. После 2 лет модернизации и 31 миллиона рублей из бюджета Министерство экономического развития России открыло свой обновленный портал открытых данных и тут же попало под шквал критики. В
Вместо прежних 27 тысяч списков и баз теперь всего 4680. И даже из них актуальны единицы. По данным проекта, если быть точным, за 2025 год обновлены только 667 наборов. За 2024 жалких 15. Почти треть файлов 15-17 годов. А 500 баз вообще обновлены 1 января 1970-го. Это системная дата по умолчанию. На портале мертвые и дублирующие файлы, пустые документы и даже архивы с одной строкой. Например, парковки такси Москвы – это пустой файл, а сведения об агентстве ветеринарии Ульяновской области – одна строчка с адресом и телефоном. Функция визуализации, которую обещали, обернулась таблицами ЗАГСов и списками школ без графиков, сводок или анализа. Портал, который закрыли в 2023 году на 4-6 месяцев, в итоге ремонтировали 2 года, и теперь эксперты говорят прямо, по сути ничего не изменилось, только потраченные деньги настоящие. В российском МИДе раскрыли суть американской политики. Все стало ясно как день, когда Мария Захарова прочитала или посмотрела, она еще не определилась, культовое произведение «Роман, унесенный ветром». Говорит, там ролевая модель США. Это то, чем они гордятся, этим произведением. Так вот, там же написано, выписан герой Ред Батлер, который выписан не как плохой человек, он выписан там как человек коммерции, который делает колоссальные деньги, переезжая с юга на север и обратно с севера на юг Соединенных Штатов в момент гражданской войны. То есть там бьются люди, его же соотечественники, в том числе его близкие, в том числе люди, которых он даже любит. Бьются по-разному. Кто-то на фронте, кто-то в тылу, назовем это так, да, кто-то выживает. А он на них, на всех, наживается. Какая ролевая модель России, на чем наживаются российские власти, об этом уже в следующих выпусках. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.